Всем добрый день! Сегодня поговорим с вами о подкормках роз в июне месяце. В июне розы активно начинают наращивать бутоны, появляются цветочки, и необходимо питание, так как большое количество питательных веществ с весенними подкормками уже ваши розы использовали. Если весной я вносила больше азота, хотя в удобрениях также был и калий, и фосфор, то сейчас, конечно же, необходимо, чтобы растения ваши получили больше калийных и фосфорных удобрений. Существует большое количество подкормок, я назову вам несколько, какую подкормку применять для ваших роз в зависимости от того, какие у вас кусты, какого размера, какая почва, насколько хорошо вы их удобряли в весенний период времени. Вы можете выбрать какую-либо подкормку, которая подходит больше для ваших розочек. Итак, монофосфат калия 1 столовая ложка на 10 литров воды. Сюда же добавляете настой куриного помета или же конского навоза 500 мл. Обязательно конский навоз или же куриный помет вы настаиваете приблизительно 7-10 дней для того, чтобы он хорошо настоялся. И затем разводите куриный помет 1 к 15, конский навоз 1 к 10. Далее, следующая подкормка, это может быть комплексное удобрение. Сюда входит и азот, но уже в меньшем количестве, чем весной. Сюда входит калий и фосфор. 1 столовая ложка, также на 10 литров воды. И проливаете ваши растения. Следующая подкормка состоит из сульфата калия 1 столовая ложка, агрикола для цветущих растений 1 столовая ложка и идеал 1 столовая ложка. Все это опять-таки разводите в 10 литрах воды и под каждый куст проливаете по 4 литра, если куст у вас большой. Если поменьше, значит этого раствора выливаете меньше. Также можно использовать чисто натуральные подкормки. Это настой конского навоза и травы. Должна вам сказать, вообще конский навоз для любых цветущих и не цветущих растений, но цветковых растений лучше всего, конечно же, использовать, чем использовать, например, куриный помет или же конский навоз. Или же, вернее, навоз коровий. Для этого вы опять-таки настаиваете траву, это может быть дуванчик, это может быть крапива, добавляете туда ведро конского навоза, настаиваете и разводите 1 к 10. Те, кто предпочитает использовать уже готовые подкормки, вы можете купить в магазине, в садовых магазинах. Продаются такие удобрения, как флоравит. Очень хорошее удобрение. Туда входит комплекс всех удобрений. Это и азот, и калий, и фосфор в достаточно большом количестве. И также входят различные микроэлементами. Разводите по инструкции. Я добавляю 1-2 колпачка в зависимости от величины розового куста. Хорошим удобрением является удобрение Бонафорте специально для роз. Это удобрение пролонгированного действия. Его вы рассыпаете под кустом, мульчируете и проливаете. Если Бонафорте в жидком виде, значит разводите его по инструкции и также проливаете ваши растения. Кроме подкормок под корень, конечно же, розам необходимы подкормки и внекорневые, то есть по листу. Для этого вы можете использовать, ну, например, тот же настой травы.
Можете, но уже без навозов, без конского навоза, без куриного помета. Можете использовать также хелат железа, особенно там, если ваши розы хлорозят. Можете добавить циркон 1 мл на 10 литров воды. Используя эти подкормки, вы получите обильное, пышное и красивое цветение. Ваш куст будет выглядеть великолепно. Будет цвести и радовать вас в течение всего вегетационного периода времени. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.